Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой новый костюм. Буквально вчера в телеграм-канале я похвасталась вот этой тканью и планировала сшить брючный костюм, но это трикотаж с люрексом. Очень хорошо тянется по ширине и менее тянется по длине. То есть, ну, где-то, наверное, в 2 раза меньше. Кстати, ссылочку на эту ткань и на многие другие вы найдете в моем бесплатном телеграм-канале «Швейная продленка». Ссылочка на канал будет в описании под этим видео. И давайте рассмотрим наш костюм, мой костюм, более детально. Я начну с брючек. Брючки к низу совершенно прямые, то есть я их не расклешала, не заужала, просто вот так вот прямо. К обхвату бедер я, кстати, краила сразу на ткани, и просто к обхвату бедер я прибавила 2 сантиметра уже с учетом швов. Получается, что шов здесь, и получилось у меня, то есть шва по боку нету. И получилось, что у меня отрицательные прибавки к обхвату бедер. Ткань достаточно эластичная, поэтому брюки на мне сидят такие более вплотную. Не так, как на манекене, потому что манекен маленький. Что касается прибавки на высоту сидения, я прибавила 4 сантиметра, но сюда входит и свобода, и резиночка. Резиночка у меня 1,5 сантиметра, то есть понятно, да, что в 2 сложения 3 сантиметра. Грубо говоря, 1 сантиметр на свободу. Вполне нормально, потому что ткань, я уже сказала, эластичная в обе стороны. Теперь, что касается блузки. Изначально, когда я планировала шить из этой ткани, я планировала, что у меня будет брючный костюм, но вверх у меня будет что-то типа жакета, такой, конечно же, легкого кроя, вот что-то типа такого, но без выточек совсем и с коротким рукавом. Но когда я уже покроила брючки, когда я стала крутить этот остаток ткани, почему-то у меня родилась вот такая идея сшить что-то с цельнокроенным рукавом. Тут я, когда я уже кроила, тут я еще не планировала ничего, я хотела что-то вот такое на одну сторону. И, в общем, как-то оно у меня само родилось. Получается, здесь есть одна изюминка. Во-первых, цельнокроенный рукав, цельнокроенное плечо, да? Далее, здесь, конечно же, у меня, видите, какая линия? То есть от рукава она вот такая вот идет. Вот так. Ну, как бы приталенная и к низу расклешенная. И дополнительно я еще сделала защипы. Здесь я пришила вот такую полосочку ткани, больше, чем рукав. И сделала бантовые складки. Конечно же, их заутюжила, потому что так смотрится намного красивее. И еще здесь одна изюминка есть. Здесь есть вставочка от прям уже рукава, то есть уже вот пришитого вот этого волана или оборки, от пришитой оборки, и вот так по всей длине. И вот сюда идет вставочка примерно 5-6 сантиметров. Таким образом, получается, что вот здесь вот эта часть ложится более красиво, чем если бы я сшила. Если бы я сшила, здесь бы просто как вот торчал бы угол. Что касается защипов, конечно же, защипы у меня на линии талии. Но сначала я делала защипы по спинке, уже готовое изделие, раскладывала, измеряла высоту спинки, сделала, опять сейчас поверну, вот так. Сделала защипы по спине. Вот они. Так, защипы у меня примерно 2 сантиметра шириной. То есть получается одна складка 1 сантиметр и складки бантовые. И так все 3 защипа. И ориентируясь на длину спинки, с учетом, конечно же, баланса, потому что я кроила с учетом баланса. И, кстати, потому что ткань очень такая хорошо эластичная, я баланс для себя делаю всего 1,5 сантиметра. Так как у меня без выточки цельнокроенный рукав, баланс присутствует. И получается, что всего лишь на 1,5 сантиметра я опустила эти выточки от спинки. И получилось очень даже неплохо. И что еще хочу сказать. Вот эта часть... такая у меня получилась расклешенная, она еще вот так вот и фалдит, и таким образом она мне придает объема по нижней части как раз того, чего мне не хватает. И что еще, какая изюминка, ткань тяжелая, и когда я ее надеваю на себя, здесь она, получается, облегает как раз то, что мне нужно, потому что у меня обхват груди больше, чем обхват бедер.
талия, она не прилегает до конца, но она делает форму. То есть видно, да, что талия не такая, как на блузке, а как бы когда ты двигаешься, видно, что талия меньше, потому что видно, что она тебе свободна. Как бы тоже придает вот эту вот изюминку, да, дает мысль, как бы, что талия у тебя все-таки меньше. И вот эти фалдочки, вот эта свобода, она придает объем вот сюда. То есть, получается, эта блузочка делает мою фигуру. На сегодня всем пока, до новых встреч, ждите следующие видео.